Итак, здравствуйте. Значит, сегодня будем менять сальники редуктора заднего. Где-то уже 2 года, как он у меня мокрый. То есть там течет, с левой стороны больше, с правой меньше. И я все время откладывал этот ремонт и наконец-то созрел к нему. Вот перед вами сальник редуктора. Этот сальник фирмы Elring, а это оригинальный сальник. Значит, его номер деталей А025 997 27 47. Значит, я взял один оригинальный, а один не оригинальный, потому что в наличии был только один оригинал, а другой у нас в данный момент заказать было практически невозможно. То есть, неизвестно, сколько надо было его ждать. Пришлось заказывать вот не оригинал. И он пришел тоже где-то за 2-3 дня. То есть, вот так получилось. Также я взял еще литр масла Titan Fuchs с вязкостью 75 на 85. Значит, допуск у него по Мерседесу, как вы видите, MB Approval 235.7. Значит, по маслу я еще хотел сказать такой момент, что в литературе написано, что в редуктор идет примерно литр 100, литр 600 грамм масла. Итак, значит, вот перед вами задний редуктор. Вы видите задняя муфта кардана. И вот сам редуктор, он весь в масле. С одной стороны мокрый, с этой стороны как бы он сухой, но видно какое-то масло, или это с другой стороны начало заносить масло, не знаю. Будем менять вот эти вот сальники, они здесь находятся с двух сторон. Так, для начала, чтобы снять редуктор, мы ослабили этот болт. Также, дай свет сюда. Также ослабили этот болт и ослабили вот этот болт. И сейчас будем все откручивать. Также мы еще открутим вот эти болты на муфте, которые идут к кардану. Вот эти все. И перед тем, как их откручивать, мы поставим метки. Чтобы легче откручивалось, все пропшикиваем смазкой. Ставим метки маркером. Ставим метки на муфту и на редуктор, и на кардан. На кардан поставили белым цветом метки, на редуктор зеленым, чтобы все отличалось, чтобы ничего не перепутать. Иначе потом могут быть и вибрации. Значит, полуоси откручиваются звездочкой Е12. Вот она надевается так. Это снимается восьмеркой. Значит, сюда идет восьмерка. На редукторе шестигранник. Сюда. А на задние болты 12. Выкручиваем те болты снизу на полуосях, к которым есть доступ хороший. Потом поднимем машину, провернем колеса и открутим другие. Так последовательно открутим полностью полуоси. После этого будем снимать сам редуктор. Почистим его, обслужим, поменяем сальники, зальем новое масло и поставим обратно. Процедура вся несложная, но достаточно трудоемкая, потому что болтов много на полуосях, закручены они с усилием. Места там мало под головку, как вы видите. На болтах с полуоси видно еще фиксатор резьбы заводской, синий. Они еще никогда не снимались с завода. В принципе, можно и сторону. Так, значит, открутили мы на полуосях нижние болты, к которым есть доступ вот с двух сторон. Тут видно. И теперь открутим болты на муфте кардана, к которым есть доступ. А потом провернем это все и получим доступ к другим болтам. И открутим уже все до конца. Болты муфты кардана откручиваются головкой на 19. Так, откручиваем болты. Затянуты очень сильно. Подняли машину, прокручиваем колеса, чтобы был доступ к болтам.
И будем откручивать дальше. Итак, открутили мы все болты на полуоси. И теперь ее вынимаем. Так, смотрим. Соединили муфту кардана. И кардан отсоединили от редуктора. И теперь он свободно ходит. И это дает возможность снимать сам редуктор. Откручиваем вот этот болт на редукторе. И он сверху держится гайкой на 16. Тут видно блестящий рожковый ключ мы надели. Он уперся. И таким образом его можно открутить. Полностью для начала не откручиваем. Надо доску сюда, бля. Сейчас поставим здесь снизу доску, чтобы опустить на нее редуктор. Он держится теперь только на вот этом болте, этом и вот этом, который мы сейчас откручиваем. На 3 болтах он остался. Подперли досочками редуктор. И теперь откручиваем задние болты. Крутили редуктор сзади полностью. Он слегка опустился. Примерно на 3 мм 4. И осталось только вот этот последний болт открутить. И он будет лежать на досках. Сняли мы редуктор. Он достаточно тяжелый. Килограмм, наверное, 25 на ощупь. Как видно, здесь крепился он здесь, здесь и вот здесь, в этом месте. Сейчас мы его будем чистить. Поставим мы его здесь. Так, начинаем его чистить. Итак, мы почистили задний редуктор. Теперь он выглядит вот так. Есть на нем номер деталей 210 351 1808. Мы будем откручивать все вот эти болты, потому что иначе нельзя снять вот эти места крепления к полуосям. Под ними находятся сальники. Мы хотим их поменять, эти сальники. Иначе нельзя вот это вот снять. Там внутри находятся стопорные кольца. И поменять сальники можно только сняв вот эти стопорные кольца. А чтобы снять стопорные кольца, нужно снять вот эту крышку редуктора, раскрутить эти все болты. Значит, здесь есть на редукторе сапун. Также мы видим снизу здесь вот сливное отверстие. Вот сливное отверстие. И с другой стороны, сейчас я его разверну, мы видим заливное отверстие. Для начала выкручиваем сливные заливные пробки. Шестигранка 14. Шестигранником на 14. Масло в редукторе пахнет чесноком. Все чистим. Остатки масла сливаем с редуктора. Заодно посмотрим, сколько там было. Слили мы масло с редуктора. Как видно, в нем примерно было меньше литра, где-то 800 грамм масла оставалось. То есть остальное вытекло. Так, теперь откручиваем болты 12-гранкой М10 на задней крышке редуктора. Сначала все опустим. Открутили мы все болты задней крышки редуктора и теперь снимаем ее аккуратно. Оп. Подстукнули. Так, вот сама крышка. И заглядываем туда в редуктор. Вот он. Мы видим стопорное кольцо,
которые надо снять, стопор, который держит привод. И тогда мы сможем его вытащить и поменять сальник. И с другой стороны вот точно так же. Вот здесь видно стопорное кольцо. Из-за этого и пришлось снимать его и разбирать этот редуктор. Сняли вот это стопорное колечко привода редуктора. Вот так оно выглядит. Просто цепляется за это. Мы снимали с таким. Да, с таким съемничком. За это ушко цепляется проволочка и вытягивается. Еще дополнительно поддевали ее ножом. Так, снимаем привод. Вот с этой стороны видно сальник. Забиваем старый сальник. Очень плотно там сидит. Посадочное место сальника аккуратно чистим, чтобы эта грязь не попала туда внутрь редуктора. Значит, смотрите, вот это новый сальник, он немножко отличается от старого, как вы видите, вот старый сальник. На старом сальнике нет этого защитного бортика. Но защитный бортик есть вот на вот этом приводе полуоси. Вот он. И его нужно сбить со старого, вернее, его нужно сбить с этого привода полуоси, потому что когда мы надеваем вот этот новый сальник на привод, то обе защиты трутся друг об друга. Теперь мы собьем вот эту защиту от старого сальника, и останется только вот этот новый сальник с защитой. То есть они немножко отличаются. Так, вот и просто взяли а его, возглавляет ее этот, как его? вот так выглядит без защиты привод полуоси. Посадочное место сальника смазываем тонким слоем герметика, аккуратненько. Делается для того, чтобы сальник сидел плотнее и как смазка, чтобы он легче заходил. В принципе, можно этого и не делать. Теперь прижимаем сальник к редуктору аккуратно. Даже руками она заходит. Зашел руками. Не совсем. Смазываем посадочное место на сальник и ставим привод полуоси на место. Вот таким образом. Ставим на место стопорное кольцо после того, как засунули привод. Аккуратно, чтобы не соскочил. Сел на место. Все, одна сторона готова. Теперь ту же самую процедуру нужно повторить и со второй стороны. Почистили заднюю крышку, усадочное место перемазали герметиком. Там его, кстати, не было, но что-то было типа клея какого-то раньше, очень тонкий слой. Мы решили поставить на герметик. Вот так это все выглядит. И ставим его на место. Наживляем несколько болтов и по очереди все затянем. И редуктор будет собранный. Теперь останется поставить его на место, залить масло до уровня, и работа будет готова. Все болты закрутили, и осталось их только подотягивать. Дотягиваем накрест, чтобы все ровно село, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и просто чтобы оно плотно прилегало. Так, теперь окончательно затягиваем болты. Итак, мы собрали редуктор, поставили его на бок и сначала зальем туда через заливное отверстие
литр масла. А потом уже после установки на автомобиль уже выровняем уровень. Если надо, дольем еще немножко. Установили мы редуктор на его место. Это было достаточно непросто, лучше это делать, когда есть два человека. Но мы подставляли под него деревяшки, немножко играли с домкратами, таким образом наживили все болты, затянули. Осталось только все закрутить хорошенько. Сам редуктор уже закручен, закручиваем заднюю муфту, кардан и осталось прикрутить полуоси. И после этого только нужно будет проверить уровень масла в редукторе. Итак, все готово, все собрали, закрутили, проверили уровень. Значит, не хватало примерно грамм 100 масла еще. Я не стал доливать, потому что такого точно масла у меня не было. Мешать не хотел, хотя мог, было похожее, но. И я думаю, что эти 100 грамм там ничего не решают, потому что, скорее всего, это коммерческий ход, чтобы из-за 100 грамм брать по 2 канистры. Мы когда разбирали вот этот редуктор, там шестерня опускается почти до самого низа. Она черпает это масло и раскидывает его по всему редуктору. Поэтому я думаю, что эти 100 грамм масла погоды не сделают. Разве что как запас прочности, если вдруг снова начнет сальник спускать. Итак, вся работа заняла примерно 5 часов времени. Было непросто. То есть сложного как бы ничего не было, но и пришлось повозиться конкретно. Кому была полезна эта информация, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч.